Приветствую гостей и подписчиков на моем канале. Я Юля Сайфан, художница. Сегодня процесс от начала и до конца. Работа несколько неожиданном для меня плане. Только карандаши и несколько мазков краской. У меня в ячейках из-под конфет находится постерная краска. Мои краски идентичны гуаши. Вы можете брать, соответственно, или гуашь, или же акварель. Потому что сверху карандашей я тонко пройдусь краской. И чтобы вода не подняла слой карандашей, они должны быть не водорастворимые. По композиции у меня совсем непритязательно. Вокруг персонажа с котиком остается много белого пространства. В принципе, оно и делает работу свежей тем, что достаточно много белого вокруг. Это то, что называют негативным пространством. Все пробелы и пустоты, они обычно работают хорошо, когда остаются белым цветом. Художники, которые рисуют в основном наброски, очень часто используют этот прием. Совсем не знаю, сознательно или нет, оставляют много белого места в листе. Оно помогает тому, чтобы прочесть силуэт, и работает как своего рода пауза. Если мы можем говорить о живописи как ритме, то пауза здесь именно белая вокруг. В рисунке я сейчас намечаю силуэт, наращиваю объем, черкаю на одном месте, делаю линии плотнее и плотнее, там, где я уже уверена, что они стоят на месте. Флуоресцентные карандаши я покупала себе для того, чтобы проходить какие-то светлые части, написанные белой гуашью, как делать такую лессировку карандашами. Поэтому расход у меня этих карандашей очень маленький. Так как я очень редко подготавливаюсь к тому, что я собираюсь рисовать, в смысле это не мастер-классы, это живой процесс, когда я обдумываю что-то, а потом в записи объясняю. Таким образом вы становитесь полноправными участниками процесса. Почему я взяла зеленый после розового? Я думаю, что принцип чередовать теплое, которое розовая сейчас кожа ребенка, и холодное. Здесь холодное, зеленый и синий относительно розовой кожи. Разбираюсь, как идет майка по рисунку в глубине, за котенком. Немного увеличила скорость, тут понятно, что происходит, я просто штрихую. Линии намечаю шорты, так и оставлю, чтобы внизу было легко. И одновременно слежу за рисунком, силуэтом котенка, намечаю глаза, правильно сказать, устанавливаю взгляд. Это необходимо для того, чтобы был сюжет, они смотрят друг другу в глаза. Кроме этого, зритель всегда на любом рисунке, где будет персонаж, будет искать глаза, даже если они изображены маленькими точечками. Мы знаем, что это глаза. Наметила шапку волос. Собираюсь по рисунку, где находится бедро кота. Я думаю, что оно должно быть снаружи верхней руки, и как свисает хвост. Как вы знаете, линия, карандашная линия, тоже может быть слишком грубой. Хвост мне показался резко торчащим, поэтому я решила его смягчить стирательной резинкой. Кусок пластилина под палитру, чтобы она не скатывалась вниз. Прохожусь оранжевым по светотени.
Несмотря на то, что это элементарный рисунок, у меня есть свет и тень, заштрихованным нежной карандашной фактурой. Это значит, что в дополнение к фактуре карандаша и светотени, которую я сейчас прописываю оранжевым, появляется еще большая выразительность. Тон дает больше информации. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь, непременно оставьте комментарий. Мне приходится об этом напоминать в середине видео. Далее я продумываю, каким цветом состоится пятно шапки волос, пятно шерсти котика. Сначала я пробую холодный красный, почти коричневый, но вижу, что здесь нужно работать через холодное, и беру сложный зеленый. Это у меня веридоновая с черным. Основные задачи я проговорила. Далее я буду прорабатывать аккуратно, прикасаясь маленькими пятнами к шерсти, к волосам, постепенно расширять это темное пятно. Если у вас есть желание повторить, присылайте мне в телеграм-канал. Я с удовольствием посмотрю, что у вас получилось. Процесс до конца будет под музыку. Лайк, подписка, комментарий. До встречи на моем канале.